Всем привет! В этом уроке давайте займемся тем, что будем выводить корректный тайтл на вкладках нашего браузера. Сейчас мы на всех страницах видим вот такой дефолтный тайтл, который предоставил нам White. Абсолютно на всех страницах. Почему он такой? Он такой, потому что он так указан в индекс HTML. Давайте его поменяем на название нашего проекта. Допустим, это будет идея ник. Так, идея ник. Хорошо, сохраним, посмотрим, что получилось. Отлично. Теперь у нас везде идея ник. Мне так не нравится. Я бы хотел, чтобы, например, на страничке вот с этой идеей тайтл был SuperIdea 2 и потом idea ник. Вот, и только на главной страничке, чтобы сохранился тайтл idea ник. Давайте это реализуем. Для этого нам нужно установить библиотеку, которая называется React Helmet Async. Устанавливаем. Для того, чтобы она работала, нам нужно нашу апку обернуть в так называемый Helmet Provider. Видимо, он там под капотом тоже использует реакторский контекст, и как мы это делали с app-контекст-провайдером нашего приложения, также под капотом Helmet Provider сделает то же самое с провайдером своего Helmet. Так. Все обернули. Хорошо. Теперь давайте его где-нибудь применим. Ну, давайте, например, сделаем, чтобы на страничке add idea был заголовок new idea-idea ник. Угу. New idea page. И вот здесь нам нужно где-нибудь внутри нашего JSX добавить следующую конструкцию. А именно Helmet. Сначала мы его импортируем. Если в app.tsx мы импортировали Helmet Provider, то здесь мы импортируем элемент уже Helmet. И объявляем его следующим образом. Это просто компонент, в который, да, мы можем передать title, но также можем передать сюда и любые другие теги, которые попадут в наш head. Например, description или preview, image и так далее. Вот. Добавляйте, какие вам нравятся, но разберемся именно с тайтлом. Потому что он все-таки у всех на виду, и он находится здесь. Так, давайте сохраним. Ну, сделаем вот так вот. Idea ник, new idea-idea ник. Угу. Сохранили. Смотрим. Да, на этой страничке title такой. Переходим на All Ideas, и title остается таким же. Потому что Helmet работает следующим образом. Как только он увидел, что его каким-то объявили, он применяется к странице. Когда мы переходим на другую страницу, он не видит, что он поменялся, и, соответственно, он его и не меняет. Что ж, давайте попробуем вот такую же штуку добавить на страничку. Это было New Idea. Давайте на All Ideas Page. Вот сюда добавим. И это будет у нас, например, пока что All Ideas, идея ник. Так, Helmet. Да его тоже импортировать. Угу. Так, и хорошо. То есть, когда мы перемещаемся по этим двум страничкам, у нас тайтл меняется. Как только мы переходим на какую-то другую, остается тот, который был до его объявления. Хорошо, как он работает, мы поняли. А еще мы поняли, что, видимо, уж раз если его добавлять, то добавлять на все страницы. А у нас все страницы и так уже обернуты в... Ну ладно, практически все страницы обернуты в with page wrapper. И я предлагаю добавить наш title именно в нашу обертку with page wrapper, что было бы весьма логично, а также нам туда не придется на каждую страничку импортировать этот самый Helmet. Отлично, давайте его отсюда уберем и пойдем расширять наш with page wrapper. Так, будем делать это тоже в несколько заходов. Так, давайте вот New Idea Page. Хорошо, тут уже есть with page wrapper. С ним и поработаем. Так, пускай сюда можно будет передавать title, и он пускай будет обязательным, и там должна быть какая-то строка. Хорошо. Так, и поскольку этот Helmet нам нужно добавить как некоторый JSX-элемент,
мы пойдем в то место, где мы выводим наш компонент с пейджом и выведем его следующим образом. Так, объявляем React фрагмент, потому что возвращен должен быть один компонент. У нас здесь будет наш page, а также helmet, который надо опять же импортировать. Ага. И в этот helmet попадет title. Пусть тут title. Хорошо. И вставляем в helmet title. Так. Теперь прогоним проверку типов, и нам покажут все места, где мы этот title забыли объявить в наших WizPage врапперах. Ну, поехали. Так, ViewIdea Page. Здесь должен быть title, который не должен называться ViewIdea. Наверное, бы мы хотели, чтобы у нас в заголовке было название идеи, да? А такая ситуация, что у нас в title сейчас это просто строка, и на этом этапе мы еще ничего не знаем ни про идею, ни про что. Это просто строка. Поэтому здесь пока что давайте оставим так, но поставим пометку. To do, fix it. И в этом же уроке это поправим. Мы еще превратим title в функцию, которая будет внутри себя принимать те же самые пропсы и query result, и позволит здесь выводить динамически строку. Но пока давайте просто зададим ее статически. Хорошо, здесь пускай будет так. Идем дальше. Ага. Ладно, по этим ошибкам не очень легко ориентироваться. Давайте, наверное, пройдемся так. Not found page. Здесь у нас WizPage враппера в принципе нет. Ну ладно. Так, пойдемте дальше. На ViewIdea Page он есть, мы его задали. В NewIdea Page. Тут его действительно можно задать как NewIdea. На EditIdea Page тоже должно быть динамическим, поэтому пометим себе как to do. Угу. All Ideas Page. У нас здесь нет WizPage wrapper, но давайте его добавим. WizPage wrapper. И так, обернем это все в функцию. Угу. И здесь у нас передастся исключительно title, all ideas. Хорошо. Так, и авторизационные странички. Sign up. Sign out. Ну вот разве что sign out можно и не оборачивать. Все равно мы будем на него попадать, потом мгновенно с него уходить, и пускай там title не моргает. Хорошо. Здесь пускай его не будет. Sign in page. Sign in. Edit profile page. Title. Edit profile. Mm-hmm. Так, еще раз вызовем проверку типов. Так, типы работают. Пойдемте походим по страничкам, посмотрим. Edit profile. Это идея. All ideas. Просмотр идеи. Ну, ладно, в общем, sign in, sign up, наверняка там тоже все работает. Здесь все хорошо. Но мне все равно не нравится, что теперь нет тире и idea nick. В то же время я не хочу на каждой страничке ходить и его дописывать. Однако я хочу, чтобы вот на этой страничке можно было указать принудительно вот так вот idea nick. То есть на all ideas page я хочу видеть просто idea nick, на всех остальных я хочу видеть название странички -idea nick. Вот. И может появиться однажды какая-нибудь еще страничка, на которой я хочу задать title принудительно. В связи с этим WizPage wrapper, где у нас, я предлагаю добавить следующее поле. Is title exact. И если мы его передаем как true, то значит, что вот этот title нужно использовать как есть. Если здесь ничего не передано или передано false, то тогда мы используем title, а после него ставим тире и idea nick. Так, title is title exact, и по умолчанию пускай тут будет false. Хорошо. Тогда у нас в title попадет следующее. Давайте мы его все-таки здесь будем определять. Const normalized. Normalized title назовем. Пойдет нам так?
Давайте прям так и назовем exact title. Exact title. Из title exact, тогда title. А иначе, только давайте через длинное тире. Просто через тире. Так, exact title. И вставим его сюда. Ага. Так, проверим, что мы это используем уже. Мы это еще не используем. Значит, из title exact true. А во всех остальных страничках по умолчанию он будет false. Так, давайте поглядим. Так, на all ideas у нас просто idea nick, а здесь idea nick. И да, некрасиво мы поступили. У нас где-то idea nick написан вот здесь вот маленькая n, я хочу большую n. И вот в этом файле уже, по идее, не очень важно, но пусть будет idea nick. Хорошо, все. Буквы в нужном регистре. Так, отлично. В таком формате это уже работает, но у нас по-прежнему осталась проблема с вот этим местом. Как бы я здесь хотел, чтобы было? Я хочу, чтобы можно было передать вот так. Idea, которая берется из setProps, то есть это функция, в нее попадает idea из setProps, а здесь у нас вот такой вот... а здесь, ладно, просто мы выводим idea.name. Это будет нормально. Здесь бы я хотел сделать так. А на странице... Сейчас найдем ее. На страничке редактирования идеи, Edit Idea Page, пусть будет title следующего формата. Ага. Title, idea, но здесь прямо строка пускай будет. Edit, idea. И здесь название идеи. Так, хорошо. Внешне работает нормально, но пока не готова реализация. Давайте эту реализацию добавим. И для этого пойдемте в наш Page Wrapper. Хорошо. Работаем с типами сначала. Раньше мы говорили, что title — это у нас string. А на самом деле он у нас может быть действительно string, а может быть и функцией, в которую что мы будем передавать? Возвращать-то, да, она будет string. А передавать в нее мы должны, по идее, не наши обычные хелперы с query result, хотя, может быть, и их тоже стоит передать. Но главное, что мы должны возвращать то, что у нас есть в setProps'ах, потому что именно здесь определяет, что идея у нас точно есть, и мы сможем сделать вот такой вот idea.name. Давайте передавать туда вообще все. Так, title props. И title props имеет следующий тип. Давайте передадим все наши текущие хелперы, а также передадим те самые tprops, которые возвращаются из setProps. Угу. Так, хорошо. Еще она нас ругает, что это все должно быть обернуто в скобочки. Так, хорошо. Title у нас вот такой. А теперь нам нужно проверить, title является ли функцией или нет. И если он является функцией, то его надо вызывать. Давайте назовем его calculated title, и здесь будем высчитывать его значение. Что ж, очень хорошо подсказал нам Copilot. Действительно, если type of title — это function, то вызываем title как функцию, передаем в него helper props, а также props, полученные из setProps. Вот отсюда. Угу. А если он был не функцией, то берем его как есть. Но, соответственно, и дальше нам нужно использовать его в переменной exact title. Хорошо. Не ругаются ли на наши типы здесь сейчас? Так, обновим сервер TypeScript, потому что, возможно, он поломался. Угу. Сохраним. И давайте посмотрим, что у нас вообще хранится вот здесь вот. Так, у нас здесь контекст и query result — это наши стандартные хелперы, а также здесь хранится ID, потому что мы ее вернули из setProps. Давайте попробуем отсюда вернуть xxx 1, 2, 3. И у нас здесь в том числе появляется и xxx. Что ж, можем вернуть сюда ID. И получается, что мы это починили. Также давайте разберемся со view idea page. Сюда у нас точно так же выпадает ID. А в том числе там есть еще и me.
Прекрасно, это работает. Так, давайте убедимся, что это работает. All ideas. 14 идея. 14 идея, отлично. Мы, допустим, хотим какую-нибудь идею отредактировать. Ладно, давайте ее создадим сначала. Ку-ку-ку. Угу. Так, all ideas, Q, edit idea, Q, idea nick. Отлично. А здесь хочу кое-что заметить по поводу работы TypeScript. Если мы поглядим на наши типы, мы говорим, что у нас есть... О. Мы говорим, что у нас есть tprops. И говорим, что tprops у нас используется вот здесь и вот здесь. А как он понимает, какой тип присвоить tprops'ам? Ну вот сейчас, судя по нашему коду, он понимает, что в tprops попадает то, что возвращается из setprops. А почему он не считает, что тип setprops определяется, например, вот здесь? Работает это так. Кого он первым встретит, тот и будет определять, какой тип у tprops. Вот смотрите, как легко его сломать. Мы возьмем просто title, переставим сюда. И у нас все сломалось. Он говорит то, что идея не существует в этом типе, потому что он здесь раньше всего встретил tprops и теперь считает, что вот это должно определять его типы. То есть, грубо говоря, я мог бы сделать вот так вот. Title, props, и задать, что они number. Он бы на меня наругался. Ну ладно, главное, сама суть идеи, то, что вам нужно, чтобы то, что определяет тип генерика, встретилось раньше. Вот это очень неочевидно, но надо знать. Вот, а так все будет работать. Давайте еще раз на всякий случай проверим типы, что они не сломались. Да, и типы не сломались, и все работает, и тайтл сам генерится. Отлично. Нигде ли мы не забыли убрать наш helmet, где мы его раньше вставляли? Все, только helmet provider и в page wrapper. Хорошо. Хорошо. Так, ну что ж, все, тайтл работает, можем двигаться дальше. Всем спасибо.